Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Кто подарит вам счастье? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и продолжаем знакомиться. Напишите мне в комментариях, сколько у вас детей. А если нету детей, то, может быть, сколько детей вы хотели бы, да? Напишите, будет очень интересно почитать. Итак, смотрим, в каких энергиях вы сейчас пребываете. А далее посмотрим, кто же подарит вам счастье. Итак, смотрим. Ой, господи, господи. Что ж так весь мир перевернулся перед вами, да? Я уже даже не знаю, какие слова подбирать. Вот из расклада в расклад. Все круче и круче. Вот плохо, грустно. Весь мир перевернулся. Одиночество, вот состояние одиночества, разбитого сердца, да. Вот вроде бы и по финансам, вроде бы материальные, вот эти все ваши, как бы, блага, так сказать, да, все у вас есть, и деньги, и квартиры, по финансам все у вас, в принципе, нормально должно быть. Либо же у кого сейчас есть какая-то нехватка, у вас должно все наладиться, у вас туз пентаклей выпал, у вас должно быть все хорошо. Но вот любви нет, женщины нет, полный упадок сил, упадок чувств, да, ну вот абсолютно разбитое состояние, вот как будто весь мир рухнул. Опять же говорю о том, что это состояние у одних из вас сейчас может проигрываться, у кого-то вот еще недавно было, либо же вы уже выходите из него, да, потому что это общий расклад. Так, ну, душа болит, а сердце плачет. Вот если коротко, вот состояние, потому что, ну, как бы и там не получилось, и нового пока нет. Так, что еще в вашей жизни проигрывается? Вы очень человек такой лояльный, знаете, вот когда вы жили со своей женщиной, я так подозреваю, что все-таки вот вы больше плясали под ее дудку. Вот вы настолько вот залюбили ее, что сами же от этого и пострадали. Вот знаете, вот у меня такое ощущение, что человека чем больше вот залюбливаешь, чем больше задариваешь, тем больше они борзеют и садятся на шею. Напишите в комментариях, есть у вас такой момент, либо же нету. Вы даже, может быть, немного обозлились, более жестче стали в последнее время, вот после вашего разрыва. Раньше вы были помягче, я думаю. И сейчас уже вы вот извлекли уроки, вы научились и ставить на место, вы научились давать отпор человеку, который борзеет, который пытается сесть вам на шею. Вот сейчас вы уже не такой мягкотелый, каким вы были раньше. Особенно может проигрываться, вот если вы общаетесь с бывшей, ну, по каким-то там моментам, да, либо же дети, либо еще какие-то дела у вас общие есть, то вы сейчас общаетесь с ней совсем не так, как это было раньше. Это тогда, когда вы ее еще там любили, боготворили, да, когда вроде бы все хорошо было, вы могли там на задних лапках перед ней прыгать. Сейчас вы этого не допустите. Сейчас вот вы ее поставите и на место. Я думаю, вы сейчас даже трубку сможете бросить. Пусть вам, да, на душе кошки будут скрести. Пусть вам будет некомфортно. Но вы будете с ней общаться по-другому. Вот кто общается. Вы уже сюсюкаться так не будете абсолютно. Так, смотрим, какая же женщина теперь пришла на наш расклад. Так, это будет новая любовь, новый ваш жизненный этап. Хотя вот опять же, ну не хочется повторяться из расклада в расклад. Ну что я сделаю, если одно выпадает одно и то же. В принципе, очень много похожего просто из расклада в расклад.
и те же страхи перед новыми отношениями, и тот же страх обмана, предательства, да, ну вот, ну никуда он не девается, ну вот как ни крути, да, ну вот постоянно он есть. Смотрите, в вашей жизни появится женщина, но она будет очень такая хрупкая. Вот почему-то мне идет информация такая, что вот, ну, сродни хрустальной вазе. Вот с ней нужно обращаться будет очень нежно. Она будет и очень ранимая, она будет очень такая душевная, трогательная, она будет очень начитанная. Вот она абсолютно не относится к женщинам, которые любят потусить, по салонам где-то походить. Нет. Она очень такая вот, ну вот почему-то она мне вот, ну, хрупкая идет. Такая вот в чем-то даже наивная, да, слезливая, может быть. Ну, то есть ее чем-то очень легко обидеть, она может заплакать, расплакаться. То есть с ней надо очень-очень осторожно. Так. Вас, знаете, вас очень удивит ее манера общения. Она не будет вас застраивать, как это было раньше у вас с другой женщиной. У вас будет своего рода даже тупик. Ну как это, да? Ну как? Вот я и то, и это делаю, да, а она это все как-то мягко, она знает, где что сказать, она такая вот вся легкая, она податливая, плюс она веселая такая, да. Вот с ней даже вдвоем с ней не скучно. Человек, который будет, вот знаете, как-то вот идет мне информация, что она может даже вам что-то по работе помогать. Ну, я имею в виду, когда вы будете в отношениях, там, либо же жить вместе, да, вот она будет вот что-то, пусть даже по мелочевке, она вам и поможет, и подскажет, да, ну, если работа, конечно, позволяет. Но вот какое-то плечо она вам подставит по работе, либо же совет какой-то даст. Ну, то есть, знаете, такой вот надежный тыл ваш будет. Так, давайте попробуем описать эту женщину. Вот у нее был мужчина, вот скорее всего, любитель таких вот крепких напитков. Он был и денежный, но в то же время вот любитель вот этих всех вредных привычек. Очень непростой был человек, очень активный такой, подавляющий, да, вот он ее так запугал, зашугал, что, ну, она, наверное, там уже как такая кроткая, покорная овечка стала. Хотя на самом деле она такой не является, да, она очень добрая, она мягкая, душевная. Но она когда-то, вот она была намного активнее, намного как бы инициативнее, что ли. Вот она своего рода тоже получила в прежних отношениях психотравму. Ее мужчина настолько подавлял, что она как будто бы замкнулась, она стала немножко другой. Именно под воздействием вот этой вот травмы, травмирующих отношений. Хотя вот как человека это абсолютно ее не испортило. Абсолютно. Она вообще по сути своей, она живчик, она огненная, с ней классно, с ней интересно, да. Но вот она периодически, как загнанный зверек, да, вот себя ведет, она, особенно вот с мужчинами, она боится лишнее слово сказать, чтобы не обидеть, да. Вот именно из прежних отношений это идет. У нее какой-то вот подсознательный страх, что ли, идет. Вот она боится, чтобы не было скандала. Она боится, что вдруг кого-то обидит, вдруг что-то пойдет не так. Ну, то есть такой... Ну, обычно психологи это называют повышенная тревожность. Но это опять же из-за прежних отношений. Так, что еще нам расскажут об этой женщине? Мечтательница она такая. Мечтательница. Моложе ваш возрастом она будет. Скорее всего, темноволосая будет проигрываться. Может быть огненного знака зодиака. Также у нее могут еще быть творческие какие-то наклонности, да, вот хобби какое-то, там рисование, рукоделие какое-то. Очень такой человек,
очень надежный. Вот таких женщин я реально называю надежными. Причем может даже проигрываться то, что ваши вот друзья-приятели, когда с ней познакомятся, они будут в чем-то даже завидовать вам. Вот именно, что какую женщину оторвал, да, будут расспрашивать, и где вы познакомились, и какая она, что она. Но вы особо не поведетесь, вы особо тайны выдавать не будете. Плюс еще, знаете, вот у вас может проигрываться еще поездка с этой женщиной, путешествие. Ну, причем даже в другую страну, я думаю, это может быть путешествие. Вот это будет такое, знаете, романтик такой. Путешествие вдвоем. Так, к чему же это все приведет? Давайте-ка посмотрим. То есть, смотрите, эта женщина, вот реально выпадает у нас женщина, о которой вы мечтали, да, как о далекой звезде вы раньше вот могли мечтать, вот просто в мыслях, да, что вот хочется, чтобы там и добрая, и верная, порядочная, душевная, и вас высшие силы услышат. Вот она умеет и деньгами распоряжаться, она умеет и зарабатывать, все при ней. Поэтому даже не расстраивайтесь, если сейчас у кого-то из вас нет женщины, да, вас судьба услышит. Как я уже говорила, всегда нам приходит все вовремя. Бывает, что мы просим, да, чего-то, вот хотим, вот сейчас хочу, допустим, а нам почему-то не дают. Ну, как говорят, свыше там, наверное, все-таки виднее. Потому что все, что мы просим, ну, нам как бы дается не сразу же, да? Да и вообще не все дается, если так по-честному. Нужно время, наверное, для того, чтобы что-то заслужить. Что-то нам не нужно, а мы это просим, да? Ну, наверху все-таки виднее. Это довольно такой вот сложный вообще вопрос. Много есть мыслей по поводу всего этого, да, вот когда что дается, почему нам, да, вот почему одним сразу свыше дают то, что он попросил, другим же через время, да, ну, то есть здесь такие дискуссии проводятся, довольно такой открытый, интересный вопрос. У вас же будет женщина, знаете, вот как награда, как подарок небес, которая станет вашим надежным другом и тылом, ну, во всех отношениях. Поэтому никогда не нужно отчаиваться, никогда не нужно думать о плохом. Я во многих видео говорю, что то, что мы думаем, да, и то, что мы говорим, мы то и притягиваем. И это работает 100%. Если человек думает, что все, я никому не нужен, ничего не будет, да, все женщины такие-сякие, ну, конечно же, вы будете встречать либо же таких-сяких женщин, либо же вообще у вас не будут складываться отношения. Вот во что вы верите, то вы и получите. Я надеюсь, что вы будете надеяться, верить и ждать только хороших женщин. Вы будете верить и думать о том, что у вас еще жизнь только начинается, сколько бы вам лет не было, и будет вам счастье. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!